Всем огромный фото-привет, и сегодня, друзья, мы начинаем изучать с вами Lightroom Mobile. На канале уже вышло видео, на котором я рассказываю о топ 20 приложениях для мобильной фотографии, для создания видео, Reels и слайд-шоу. А с сегодняшним уроком мы начинаем более глубокое погружение в каждую программу, и начинаем мы с программы Lightroom неспроста. Это фундаментальная программа, с которой начинается вся обработка. Для того, чтобы дальше нам создавать различные эффекты, фишки и так далее, нам необходимо заложить фундамент нашей фотографии. Скажем так, проявить фотографию, именно таким профессиональным термином называют это действие фотографы. И я постараюсь сжато, без лишней воды, очень быстро вам рассказать, как устроен Lightroom и какие в нем присутствуют инструменты, для чего они нужны, как ими пользоваться и так далее. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджо. В соцсетях меня можно найти по никнейму Корсар. Короче, не будем терять времени, поехали! Итак, друзья, давайте для начала поговорим, что вам необходимо знать для того, чтобы делать красивые и чудесные фотографии, которые будут интересовать ваших зрителей. Все очень просто. Существует 3 правила, которые вам необходимо следовать. И независимо от того, на что вы снимаете, на камеру или на смартфон, вы этими знаниями должны обладать. Первое правило – это вы должны понимать основные правила композиции. И у меня на канале есть короткий интересный ролик, где я очень быстро в экспресс-режиме рассказываю об этих основных правилах. Подсказочка на этот ролик будет обязательно в описании к этому видеоролику, поэтому посмотрите его и научитесь правильно выстраивать композицию, правильно находить точку съемки, правильно выставлять ракурсы и так далее. Этот ролик как раз об этом. Итак, это первое правило. Вы это должны знать и уметь. Второе правило, друзья, это вы должны знать и понимать физику света, потому что фотография – это не что иное, как рисунок светом. И именно свет помогает делать нам красивые, изумительные, художественные снимки. И по поводу света мы с вами поговорим обязательно отдельно, это требует отдельного обучения. Я, как всегда, вам очень быстро и по существу расскажу про свет и как им управлять для получения своих замечательных фотографий. И, друзья, третье правило – это, конечно же, уметь обрабатывать. Знать принципы обработки, уметь управлять цветом, понимать, что такое комплементарная пара, какие цвета сочетаются с какими цветами и так далее. Ну и также, конечно же, необходимо понимать и уместно применять тот или иной эффект, потому что многие этим злоупотребляют и могут, например, повесить на фотографию лучи в пасмурную погоду, и, понятно, это будет смотреться дико и неправильно. Не бывает солнечных лучей в пасмурную погоду, когда идет дождь. Поэтому, друзья, все хорошо в меру, и, наконец-то, у нас с вами есть не то чтобы 4-е правило, а маленькая ремарочка. Вам для того, чтобы удобно обрабатывать свои фотографии, не обязательно использовать свои вот эти вот колбаски. Я вам советую прикупить пусть самый дешевый стилус, который поможет вам двигать кривые, аккуратненько выводить ползунки в нужное положение. И это как карандашик, а это как холст, на котором мы будем рисовать наши красивые фотографии. Итак, друзья, у нас есть 3 правила. Теперь вы понимаете рецепт красивой фотографии. Ну и на этом теории достаточно. Давайте уже приступим к изучению Lightroom Mobile. Открываем Lightroom Mobile. И давайте с вами кратенько пробежимся по интерфейсу этого приложения. Я предполагаю, что вы можете пользоваться полноценной платной версией, а можете пользоваться либо пробной версией, либо, скажем так, ознакомительной, да? Которая также не будет включать в вас все функции, но основные функции, необходимые для получения нужного светотеневого рисунка, нужной цветокоррекции, у вас будут доступны во всех этих случаях. Итак, друзья, мы с вами в нижней строчке видим переключение. Сейчас у нас открыта библиотека. Мы также можем перейти в общий доступ для обмена файлами. Можем перейти в обучение. Здесь есть некоторые тьюты, но они настолько простенькие и элементарные, что, наверное, многим вам будут просто неинтересны. Также у нас здесь есть раздел творчества. И это некая социальная сеть, где можно обмениваться изображениями, ставить оценки, лайки, писать комментарии, делиться своими эмоциями, своими конструктивными предложениями и так далее под фотографиями авторов, которые являются такими же пользователями Adobe Lightroom, как и вы. Давайте вернемся с вами в библиотеку. Итак, друзья, мы с вами находимся в разделе «Библиотека» и видим, что у нас поле разделено на 2 окна. Верхнее окно включает в себя все фото, люди и
удалено, корзина, и нижняя это включает альбомы. Так вот, все фотографии, которые попадают в телефон, с камеры, когда вы фотографируете или пересылаете, они отражаются в самой верхней строчке «Все фото». Если вы много фотографируете себя, людей, друзей, не знаю, моделей, то вы можете пользоваться разделом «Люди». Ну, это для платной версии. Приложение будет распознавать людей и сортировать их по именам. Ну и корзина, собственно говоря, корзина, что тут про нее рассказывать. Как пользоваться альбомами? В разделе «Альбомы» можно создавать как папку, так и альбом. В чем, друзья, разница? Да все очень просто. Я создаю, например, папку, называю ее City, город, и у меня там находится альбом Москва. Сюда же я могу добавить также либо альбом, либо папку. Я добавляю, например, еще один альбом, называю его Питер и так далее. Смысл понятен. Для того, чтобы в эту папку добавить фотографию, кликаем на нее, и теперь нам приложение пишет альбом пуст. Нам необходимо внизу в синем окошке нажать на плюсик, и мы, соответственно, можем перетянуть фотографию в альбом из различных вариантов, которые нам предлагает это приложение. Это все необходимо, друзья, для того, чтобы сортировать наши альбомы, быстро находить необходимые фотографии. И, конечно же, здесь подход очень простой, так же, как вы формируете папки у себя на рабочем столе, работая в Windows. Ну и, друзья, самая верхняя строчка, это у нас есть поисковик, где я могу по каким-то датам, по, может быть, хэштегам, если они есть в наименовании фотографии, найти необходимый мне снимок. Колокольчик – это уведомление, которое я получаю от Adobe. Вороночка – это фильтр, и я могу отсортировать фотографии по оценке, по дате съемки, по дате добавления в альбом и так далее. И дальше, если мы кликнем на три точки, то мы сетку с нашими изображениями можем также отсортировать и придать ей тот вид, который нам кажется наиболее симпатичный. В общем-то, друзья, и весь интерфейс, но особое внимание я хотел бы уделить вот самой нижней кнопке, где нарисован фотоаппаратик. Давайте мы кликнем сюда. И да, друзья, это у нас камера. Давайте я сейчас вкратце объясню, для чего здесь камера Lightroom и нужна ли она нам. Камера Lightroom. Обратите внимание на надпись сверху, написано DNG. И вот здесь я хотел бы остановиться немного подробнее. И тут, друзья, хотелось бы сделать небольшое отступление. Итак, JPEG и DNG, то есть RAW файл. В чем принципиальная разница? JPEG – это формат файла, который уже обработан вашим телефоном или камерой. DNG – это сырой файл. Он более гибкий и позволяет применить все ваши творческие навыки при получении необходимого вам цвета на фотографии и светотеневого рисунка. Только DNG, друзья, только RAW файл. А если у вас телефон старенький, например, как вот этот у меня, который снимает только в JPEG, то у вас есть два варианта. Либо установить Google камеру, и я про нее рассказывал в одном из своих видео, ссылочка на него будет в описании к этому ролику. Либо пользоваться камерой вот здесь вот в Lightroom, которая позволяет не только фотографировать в формате DNG и расширять ваши возможности по обработке, но и позволяет выставить более точные настройки. Так вы можете поставить режим профи, у вас появится возможность выставлять ISO вручную, выставлять выдержку, и если вы будете использовать штатив, то вы можете снимать фотографии, например, с проводкой, или в темное время суток снимать движущиеся, например, автомобили, которые будут оставлять за собой такой красивый шлейф из света. Вот именно для этого, друзья, нам нужна здесь камера, потому что она умеет снимать в формате DNG и потому что в ней есть режим профи. Но если же, конечно, у вас флагманский телефон, вы можете пользоваться штатной камерой. Она выставит вам любые параметры и даст возможность сохранить ваш снимок в формате DNG в RAW файле. И еще, друзья, DNG – это очень необычный формат. Этот формат позволяет сохранить все настройки. И поэтому, если вы кому-то передадите свою обработанную фотографию в формате DNG, то он увидит абсолютно все ваши ползунки, которые вы выставили. И если вы не хотите делиться методикой и секретами своей обработки, не передавайте никому фотографии, обработанные и в формате DNG. Ну и, кстати, пресеты, которые везде распространены в сети для телефонов, они также в формате DNG, потому что они содержат настройки. Итак, друзья, теперь вы знаете все, что касается файлов JPEG и DNG, и это очень важное знание. Мы с вами познакомились с интерфейсом Lightroom,
И теперь приступаем прямо непосредственно к обработке фотографий.